Надеюсь, что еще в эфире Спорт ФМ, не знаю, со мной или нет беседы, вы об этом расскажете. А сейчас хотелось бы от шахмат отойти и поговорить о вашей общественной деятельности. Вы, помимо того, что являетесь депутатом, как я уже говорил, Государственной Думы, успеваете и много чего еще. И, в частности, вот я знаю, что музею Рериха помогаете, и в фонде социальной защищенности спортсменов входите в попечительский совет, да? Да, правильно сказать, наверное, да? Нет, ну знаете, вот если коснуться этой темы Рериха... давайте про Рериха сначала, да. То, к сожалению... Знаешь, там все непросто очень. К сожалению, я вот остался, наверное, последним живущим человеком, который встречался с Рерихом и который вел разговоры и переговоры на перемещении всего наследия из Индии в Россию. А это было непросто, я так понимаю. Это было очень непросто, но, собственно, я с Рерихом встречался. Почему? Потому что как раз первая встреча состоялась после успешной встречи Рериха с Горбачевым, где он обсуждал вот эту тему и поделился с Михаилом Сергеевичем. Тогда Горбачев был и генеральным секретарем ЦК партии, и президентом Советского Союза. И Горбачев активно поддержал стремление Рериха вернуть все наследие в Россию, после чего Рерих попросил встретиться со мной. Я говорю, ну вот вы встретились же с Горбачевым, если он активно поддерживает, то что я-то вам? Он говорит, ну знаете, я вообще не хочу передавать все государству. Вот, я верю в общественные организации, я хочу создать свою организацию Рериха в России, ну тогда в Советском Союзе. Вот, а вы возглавляете одну из самых известных и финансово мощных организаций общественных, Фонд мира, и я хотел бы, чтобы вы выступили как бы и попечителем, и гарантом всех этих событий и всей этой программы. Но мы провели это не моим личным решением, а через правление Фонда мира. Потом конференция все это затвердила. И это было очень важно, потому что когда развалился Советский Союз, то преемственность оказалась такой шаткой, и, в общем, Ельцин какое-то время не обращал внимания вообще на Рериха и его наследие. Мы тянули эту лямку, Фонд мира, сколько мог. Мы оплачивали безопасность, хранение, ремонт помещений, где находилась коллекция вся. Но когда пошли гайдаровские реформы, и мы потеряли рублевую часть моего фонда, я написал письмо Ельцину. Борис Николаевич, вот Рерих встречался с президентом Советского Союза, получил поддержку. Вот мы были как бы гарантами. Сейчас у меня возможности дальше поддерживать фонд Рериха нет. Поэтому я обращаюсь к вам, чтобы государство взяло на себя вот какую-то заботу. И надо сказать, что на какое-то время Ельцин подписал распоряжение, и они обеспечивали как раз вот аренду здания и безопасность. Но потом пришел мастер-банк в лице владельца, булочника. Он как-то проникся вообще вот и идеями Рериха, и учением, и вообще коллекция. Нам передали фонд Рериха в безобразнейшем состоянии комплекс зданий, которые сейчас... На Знаменке, да, по-моему? На Знаменке. Потрясающий сейчас комплекс. И вот он, видимо, является... Я был там, видел фотографии, как было и как стало. Да. Поразительная разница. И государство не вложило ни копейки. То есть там были развалины, сейчас это настоящие дворцы. Настоящие дворцы, экспозиция потрясающая. Вот. Но почему-то сейчас вот Министерство культуры в лице заместителя министра Аристархова вот атакует фонд Рериха с требованием передать все наследие государству. Не знаю, ставят под сомнение завещание Рериха. Причем, знаете, доходит до смешного или юродивого какого-то, когда, значит, ставят под сомнение, что вот Рерих написал завещание, причем медицинские документы все есть, что он в полном здравии и уме, всем памяти, написал завещание, он нотариуса в Индии заверил, передавая это общественной организации Советского Союза тогда, фонд Рериха. Вот. Мы преодолели большое сопротивление родственников. Тогда еще жива была жена, она не хотела из Индии упускать это наследие. Вот. Перевезли все это в Россию, но сейчас, значит, рассматривается вопрос, что и наша сторона инициирует эту юридическую часть, что вот завещание якобы неполноценно, потому что по индийским законам там должно было быть у нотариуса 3 свидетеля, а было только 2. Ну, это вообще кощунство.
кощунство. Знаете, кощунство над, я не знаю, над человеком, одним из величайших представителей России, над его волей, над его, ну, я не знаю, вообще, как это можно ставить под сомнение. А кроме того, это страшно опасно для России, потому что если завещание будет дезавуировано, а тогда... То вообще может все в Индию идти. Аристархов надеется, что если завещание он поставит под сомнение, то уйдет из фонда государства, а на самом деле, причем у Рерихов русской части не осталось наследства. У него наследники только в Индии, по линии жены. То наследники скажут: извините, если завещание дезавуировано, то отдавайте нам назад в Индию. Чего вы забрали? Вот такая ситуация. Причем я не понимаю, почему государственные чиновники мыслят вот так узколобо, что мы сейчас дезавуируем завещание Рериха и заберем все государство. Ну и кроме того, я не понимаю, если в частных руках, а точнее в общественных, все это находится в идеальном состоянии, и я приглашаю всех пойти и посмотреть музей Рериха на Знаменке, это потрясающее совершенно место и экспозиция замечательная. Вот зачем это куда-то передавать, неизвестно в какие руки. Да, я тоже этого совершенно не понимаю, но тема грустная. Надеюсь, что закончится все здесь по справедливости. А справедливость мы понимаем, конечно, в том, чтобы это действительно принадлежало обществу, а не государству. Тем более, как вы правильно говорите, риски существуют серьезно о том, что это вообще из России может уйти. Ну и вот затронули мы с вами тему фонда социальной защищенности спортсменов.